Каждый раз с Бот Дюссельдорф я вам показываю какую-то классную и необычную лодку, которая вот мне запала в душу. И сегодня я вам покажу очень необычную, очень классную яхту. Встречайте, друзья, Cayman 42 Pilot House. Лодка очень обычная и очень необычная в своем исполнении. С вами Саша Горан, вы на канале Интерпарус, мы с Бот Дюссельдорф. И погнали посмотрим Cayman. Друзья мои, сразу себе говорим, 42 фута. Мы имеем вот такую яхту, и это только начало. Оцените этот объем. Cayman — это даже не верфь, это дизайнерское ателье. И он придумывает всякие вот такие лодки и запускает их на других верфях. Именно эта яхта сделана в Эстонии. Вот уже произведено 4 лодки. Это корпус номер 1. Она настолько необычная, настолько классная, что я не мог пройти мимо нее. Я выбирал, какую яхту бы вам показать. Были разные претенденты, но Cayman очаровал. Он очаровал во всех смыслах. Дизайн, его исполнение, подход. Мы имеем классическую яхту Pilot House, но... То есть переосмысленную, такая переосмысленная неоклассика. Смотрим, сколько у нас пространства здесь. У нас платформа откидывается вровень с палубой кокпита и еще больше расширяет наше пространство. Эта лодка, опять же, при своих полных обводах, она ходит, в отличие, скажем, там, от Наутикета, который больше моторсейлером является. Ну и опять же, Наутикет более такой классический, грузный. У него, ну как бы такое, знаете, прошлое тяжелое. Здесь мы видим вот такую красивую, прекрасную яхту, в которой хочется жить, можно жить, на которой можно ходить. Давайте начнем с правого поста управления. Он здесь у нас главный, да. Я начну с ручки. Ручка вообще находится здесь вот под боком. Ну ты здесь сидишь... Ну, вот как просто, я не знаю, как, блин, на Роллс-Ройсе, что ли, или на минивэне. У тебя здесь и подножка, и шикарное кресло, и спинка. Что еще нужно в этой жизни? Подрулька здесь у нас стоит. Андерсен. Слушайте, великолепные, прекрасные лебедки Андерсен. Я такую лебедку, ребята, хочу поставить в офисе просто как украшение и любоваться глубиной шведского дизайна, силой образа викингов. Дизайн подобран действительно идеально, сочетание цветов, все настолько выдержано. И мне, как тюнингеру яхт, это очень зашло. Единственное, что бы я добавил, это бы вот штурвальчик можно было поменять на деревянный, классический деревянный именно, не тот штурвал, а классический деревянный штурвал. Вот было бы вообще просто все идеально. И опять же, никакого центрального кокпита, ребята, это уже действительно атовизм. Вот. Что бы я еще хотел вам показать? Вот эту сидушку, более того, я даже залезу на нее. То есть ты такой рулишь, тут твоя девушка сидит, нежно обнимает тебя ногами, подает тебе шампанское. Не, шампанское шведы не пьют. Шведы пьют что-то более жесткое. Вот. И здесь же, ребят, шлюпбалки. Шлюпбалки классические, но они разводятся. Считаю, очень толково. И здесь маленькие лебедочки Андерсен находятся, 12 размера. Оцените перо руля, ребята. Это такое поеднание классики и сучасности. У нас даже тут полускех такой присутствует. Такое полубалансирное перо руля. Sail Drive, такой киль, ну, фальш-киль, да? Меня поправят. Вот. И полные обводы. Судя по обводам, я могу сказать, что лодка ходит. Это действительно парусная лодка. Шпигаты из полированной нержавеющей стали. Просто фантастик.
Зацените под рульку, тоже сделана очень добротненько. И я вижу, что ее делают прямо уже в матрице, для нее выштамповку. Вот. И нормальненькая, хорошая, добротная подрулька. И давайте оценим рундучки. Их тут дофигища просто. У нас есть в сидушках рундуки, в одной, во второй. И вот здесь начинаются уже рундуки. Вот такой у нас Ахтерпик. Ребята, размер впечатляет. Здесь можно дизель-генератор поставить. Здесь можно спасплот, тузик сдутый, да, затолкать. Моторный отсек выделенный. То есть он находится вот здесь. Баба. 75-й Volvo. Ребята, зацените его шумоизоляцию. Да, она стоит того. Шумо-теплоизоляцию. Можно поставить и другие моторы. Янмар, Нани, Верфь. Все может установить. И обратите внимание, здесь стоит усиленный альтернатор, да, генератор 12-вольтовый, усиленный. Я увидел, что это не родной вольвовский. Вот, и я не знаю даже сколько он там, на 120 ампер, то есть он заряжает достаточно так хорошо. Конечно, такая же лодка без фильтров Ракор не может присутствовать. Они здесь имеются. Вот двойные фильтры. У нас два симметричных огромных рундука. Оцените размерчик. И оцените, ребята, эти, блин, сдвоенные амортизаторы на металлической пластине. Блин, ну, викинги рулят. Но это еще не все, друзья мои. Брюки превращаются у нас в элегантные шорты. О! И мы имеем вот здесь такую лежанку. То есть здесь, если положить матрасик, можно себе спокойненько и великолепненько загорать под шведским солнцем. Очень простое решение, но надежное. Вот, и легким движением это все возвращается назад. Но у нас здесь два стола. Вы видите, можно один использовать просто так, как подножку, либо как кофейный. Второй можно как обеденный, как хотите. Ну, тоже хорошее добротное решение. Далее, ребятки, оцените этот салон. Ну, тут просто без слез счастья в глазах его не покажешь. 42 фута мы имеем длину этой яхты. И зацените этот объем, эту ширину. Ну, одни эмоции, только эмоции. Давайте сразу с камбуза. Люблю я камбузы. И мы имеем холодильник один, холодильник второй. Куча всяких мимишечных выдвижных ящичков. Боже, все из дерева сделано. Ложки из специальной шведской стали. Да, даже отделка идет фанеры здесь. Вот таким вот образом. Видите, закругленное все такое. Вообще просто улет. Дерево классное. Дерево действительно добротное. Здесь массив, фанера морская. И места у вас предостаточно. Везде вы можете упереться. Здесь. Тут у нас пространство. Еще, не, это не холодильник. Это еще тоже место для хранения нужных вещей. И нужно сказать, что эта яхта годовалая. То есть она год уже провела в море. И выглядит она, конечно, как новенькая. Просто шикарно. Что я хочу сказать, ребята, про эти окна. Это стеклопакеты. Это стеклопакеты из настоящего стекла. То есть это не плексиглаз. Я офигел, когда мне это сказали. Да, действительно стеклопакет. То есть у вас здесь будет тепло. Стекло не будет мутнеть. Ну, панорама просто вот обалденная. В крыше у нас достаточно люков. Вот оцените. Вот эта штука мне очень нравится. Как барная стойка. Я не знаю, для чего
ее использовать. Ну, такие чашечки, наверное, будут летать. Такой бортик хорошо выраженный. Опять же, никаких острых углов. Все сделано из натурального тика. Хочется прикасаться, пожамкать это все. И наша обеденная зона. Обеденная зона номер 1. Ну, блин, это какое-то клубное место просто. Ты сидишь через вот эти прекрасные прозрачные окна, наблюдаешь за Северным морем, за таким Нордзее. Блин, не знаю, что-то вот попивать нужно в этот момент. Предложите в комментах, вот что у меня в руке должно быть. Фуражка должна быть у меня, такой свитер, водолазка. Вот так я себя здесь вижу. Здесь сидит прекрасная яхтсменка. Ну, не в таком свитере, а в чем-то более легком. Действительно, ты чувствуешь себя настоящим таким вот ганзейским яхтсменом. Но все это сделано по-современному, ребят. То есть нету перемычек в окнах. То есть обзор такой вообще катамаранный, я бы сказал. Просто катамаранный у нас. Здесь окна, здесь. Ну, какие-то вот чувства такие нереальные. Как будто искусственный интеллект придумал эту яхту. Оцените этот стол, который у нас может раскладываться, да, ребятки, он может, смотрите, он может быть таким здоровым достаточно. Чуть-чуть просаживается, ну, можно простить. Стол прекрасный, да, вот, когда он сворачивается, тоже он отлично работает. Теперь вот эта штука, которая у нас работает тоже как дополнительной поверхностью для кухни, для камбуза, и его можно сдвигать. У нас тут еще, смотрите, выдвижные. Места для карт. Прикольненько. Да, ребятки. Слушайте, ну классная лодка. В общем, это можно сдвинуть, откинуть, и у нас здесь еще будет сидушка. Да, и у нас, кстати, здесь еще есть лючок. А куда лючок у нас тут? О, в душик. Слушайте, ну прикольненько, значит, не душ. Не душ. Ну-ка. Нет, это в каюту. Этот лючок у нас не в душ. Я уж думал, что какие-то французские пикантности вот у шведов присутствуют. Ну, ладно. Оставим это для разочарований. И здесь у нас обеденная зона номер 2. Обиделся на свою прекрасную половину и сказал: все, я ушел. И здесь у нас есть вот такой вот столик маленький. Оцените эти подбутыльники, подстаканники, сделанные из нержавейки. Мишечная полочка для библиотеки. И этот торшерчик, очень даже мимишечный. Кстати, итальянский. Это место называется как Watchkeeper Place, да? То есть это место для вахтенного или подвахтенного. Вот, то есть здесь можно протянуть, простите, ноги, да, у нас вот такая ниша сделана. Давайте я вам даже продемонстрирую, как здесь можно лечь или не можно. А ну-ка. Так, меряем мною. Да, отлично. До 2 метров подвахтенный у вас здесь разместится. А что тут у нас? Прикольно, это для мокрой одежды, наверное, я так думаю. Вполне. Вот. И здесь у нас управление. Здесь у нас есть же VHF-ка, да, радио VHF. Управление нашими электрическими делами, отопителем. Fusion, блин, не катит под эту яхту. И запас воды здесь мы видим. А что это у нас вот комодик какой-то встроенный? Что это? Это зарядки для телефонов. Сделана каждая ячеечка отдельно. Вы говорите, что я, ребята, извращенец. Вы посмотрите на это. Блин, для каждого телефончика, ну или для 2, да, 2 зарядки. 2-амперная зарядка в каждой ячеечке сделана. И вот так это вот выглядит. А тут что? То же самое. Ого. А зачем их 6 штук? Интересно. Тут большой... Не, здесь просто провода. Ну, блин, Ericsson должен сделать специальный телефон под эту яхту. Тоже в этом стиле. Друзья мои, ну, просто супер. И тут зарядка. Тут для длинного телефона, для такого длинного телефона сделана зарядка.
Так, ну и давайте посмотрим каюту владельца. Блин, хо-хо-хо. Просто королевская. Ну, бомбец, мне нравится. Мне очень нравятся шкафы такие серьезные. Опять же, торшерчики такие мимишечные. То есть лодка длиной 42 фута, и она еще не закончилась. Мы еще ходим. Я вижу отопление здесь. Да, здесь оно нужнее, чем кондиционер. Нормальные, классные у нас люки. Ух ты, интересно они сделаны. Видите, они открываются у нас в разные стороны. Ну, правильно, толково. Так, а вот интересно, что мы здесь имеем. Не, ну просто шкафчики. Я был готов здесь увидеть зарядки для планшетов или ноутбуков, да. Но, опять же, зацените, ни разу ребята не экономили ничего. То есть они зафигачили сразу 6 вот таких шухлядок выдвижных. Все очень добротненько. Ой, а что у нас вот здесь? Ну-ка. А, есть зарядочка, я ее нашел. Она таки здесь есть, ребята. Видите? И так закрывается. Блин, ну прикольная лодка, действительно. Ой, потолок, смотрите, какой потолок сделали. Они с натуральным деревом, полоски. И, ну, хорошая такая добротная ткань. Какое же название у нее? Скажите мне в комментах, если знаете. И у нас, смотрите, здесь есть еще вот такие вентиляторы. А мы будем идти наверх, я вам покажу их снаружи. Они очень-очень интересные. Да? И давайте оценим вторую каюту и душ. У нас есть два входа в душ. Есть вот здесь, из мастер-каюты, а есть вход у нас еще вот здесь. И мы, собственно говоря, помещаемся здесь в душевой. И, ну, достаточно нормальный такой размерчик у нас. То есть у нас здесь полностью душевая выделена, да. Тут ее можно закрыть вот так. Такие защелки добротненькие, ребятки. Вот. Вентиляция, опять же, я вам покажу. Есть просто люки, вентиляция принудительная. Подставочки. Ну, классненько. И проход у нас в другую каюту. В следующую каюту. Здесь вот так мы проходим. И... оп. Тут такие, такие защелочки серьезные стоят. Оп. Вуаля. Каютка вот такого типа у нас, друзья мои. Да, она, конечно, ну, опять же, 42 фута, ребят. Для 42 футов они разместили ее таки здесь. Здесь можно стоять в полный рост. Вот, а здесь вот, да, нужно вот в таком виде залазить. Но кровать огромного размера. Со всех сторон отделана мягкими частями. Если для детей, просто бомба. То есть дети здесь будут драться за нее, дуреть. Здесь можно нормально спать. В любом случае, нормальное место для отдыха. Вот. И видите, вот здесь я могу стоять в полный рост. Собственно говоря, сидушечка, шкафчик, все дела. Боже, они здесь... поставили 3 торшерчика. 3, раз, два, 3 торшерчика. Чума. Просто чума. И давайте в конце обзора выйдем на палубу, на фордек. Вот. И подведем итоги. Погнали. Ребятки, оцените эти поручни. Блин, они из овальной нержавейки сделаны. Но класс. Все очень добротненькое. Это Бартон, да? Не Антал. Никакого карбона, ребята. Только нержавеющая сталь. А посмотрите, ребята, на оттяжку. Ух, жесткая. Очень жесткая оттяжка. И то, что я вам обещал. Вот эти грибочки, это вентиляция на солнечных панелях. То есть они постоянно проветривают вас, внутреннее пространство. Они постоянно проверяют температуру и вентилируют. У вас получается 2 на хозяйскую каюту, 1 на душ и 1 вот ближе к кухне. Опять же, здесь у нас стоит автоматический стаксель. Блин. И погон от Зелден, ну, произведение искусства, конечно, такое все хорошенькое, добротненькое. Лючки, которые мы видели. Вот. Много солнечных панелей здесь разбросано. И здесь у нас можно поставить вот такие вот лежачки. Достаточно хорошо на них расположиться. И
Давайте я пока прикрою. Да. Хочу вам показать брашпиль такого добротного размера. Он с лебедкой для мурингов у нас, люмаровский. Какая у него мощность, интересно. Кнопки, все из нержавейки сделано. Конечно, ультрамариновский якорь. Рейлинг, ребят, ну, блин, не знаю, 25-я турба здесь, наверное, стоит. Вот. И давайте оценим форпик. Блин, ну сюда можно просто заходить пешком, просто вот зайти и пожить даже можно. Отдельное место для кранцев. Ну, толково все сделано. Хорошая лестница такая качественная. Закрою. Вот. Покрытие идет искусственный тик. Ну, я думаю, что верфь может любое покрытие сделать. Это хорошо, потому что когда ты покупаешь такую яхту, ты хочешь сам выбрать натуральный тик. Он здесь уже будет, кстати, наверное, на своем месте. Искусственный, пробковый. Это в любом случае хорошее добротное покрытие. То есть оно гасит шум. В любом случае, ну, оно приятнее, чем просто какие-то вот полосочки, как делают некоторые, скажем, конкуренты. Что ж, друзья, на такой лодке действительно приятно находиться, на такой лодке приятно жить, и лодка удалась просто вот на все 100%. Конечно, я не куплю такую яхту, но хотя цена вменяемая, 680 тысяч, вот в этом исполнении стоит такая яхта. Но сделана она действительно очень классно. Это даже не верфь, это такое ателье. Делают они не больше 5 лодок в год. И опять же, это не реклама. Хотя, если она вам понравилась, таки звоните, съездим на верфь. Но это яхта, которая меня действительно зацепила. Это лодка для души. Но она просто действительно прекрасна во всех отношениях. А с вами был Саша Горан на каналі Інтерпарус. І зустрінемось в морях.